Проезжая мимо пилорам, в поле зрения попадают горы опилок. В том случае, если есть возможность приобрести их задешево или бесплатно, возникает соблазн использовать их в качестве топлива. Чуть ранее я пытался делать топливные брикеты, ссылка на ролик в описании, но пришел к выводу, что это трудоемкий процесс. Для того, чтобы было удобнее забрасывать опилки в котел, я решил их расфасовать по пакетам. Для интереса решил прикинуть, во сколько обойдется такой способ и сколько опилок необходимо для отопления. Так как теплотворная способность опилок и дров одинаковая, то надо выяснить, как по объему отличаются опилки от дров. 9,9. Мешок опилок весит почти 10 килограммов. Колода весит 11. 11,7. Будем считать, что одинаково. 29, 30, короче. 30, да. 35. 60. На 35. 60 на 35. Колода занимает объем в 2 раза меньше, чем опилки. Таким образом уже виден минус. Если заготавливать опилки, то они будут занимать место в 2 раза больше, чем дрова. Для фасовки вначале взял небольшие пакетики, размером 24 на 37. Но сразу скажу, что рассыпать их слишком муторно и медленно. Позднее я использовал пакеты размером 30 на 40 сантиметров. После этого работа пошла намного веселее. Из одного мешка получается около 15 пакетов. Главное, чтобы они пролазили в лючок котла. Конечно, чем прочнее будут пакеты, тем лучше. Но чем они дешевле, тем тоньше. На Wildberries 1000 пакетов обойдутся в $4. Но мне кажется, что до 1000 там очень далеко. Надо когда-нибудь задаться целью и попробовать их посчитать. Итак, считаем наши опилки. Куб дров у нас стоит в среднем $15. А 1 куб дров – это 2 куба опилок или 40 мешков. Если в легковую машину вмещается 10 мешков, то надо съездить 4 раза. При расстоянии до пилорамы 3 километра общее расстояние будет 24 километра. Затратится $1,44 на бензин и столько же возьмем на амортизацию автомобиля. Добавляем стоимость 600 пакетов, с запасом пусть будет 1000. Это еще $4. Всего получается $7. С 1 куба дров выходит экономия около $8. Теперь поговорим о плюсах и минусах. Опилки при фасовке сильно пылят, работать лучше в маске. Но фасовать сидя на стульчике намного легче, чем рубить дрова топором. Второе. От опилок в пакетах в доме мусора намного меньше, чем от дров. Если в крупных пакетах забрасывать опилки, то они могут засыпать огонь. Поэтому оптимально забрасывать опилки, чередуя их с дровами. И для первоначальной растопки тоже необходимо закладывать дрова. А после того, как котел разгорится, можно подбрасывать небольшими порциями опилки. Подпишись на канал, и мы приступим к подведению итогов. Подводим итог. При стоимости куба дров $15 на заготовку бесплатных опилок, подчеркиваю бесплатных, затратится $7. Физически с опилками легче работать, но полностью перейти с дров на опилки не получится, так как опилки будут засыпать пламя. Кому интересна такая схема, можете попробовать ее на собственном опыте. Опилки горят интенсивнее дров, поэтому температура в котле поднимается быстро. Учтите это при топке. Если температура в топке котла высокая, необходимо остерегаться, так как возможно появление большого пламени. Ну и дрова горят дольше, опилки придется чаще подбрасывать. Подписывайтесь на канал.
Ломка. Там где-то на столе или на окошке крышечка вот должна быть от кофемолки. Посмотри, пожалуйста. Принеси бабушке, по-моему. Нет, с этой стороны. Вот тут где-то должна быть. Вот горит. Почему плохо? Сейчас закроем дверцу, будет тяга хорошая.